Офигенно холодно и ветрено. Зато я в Амстердаме. Mensen komt hier en slaat er eens op, verkopen en klap op die keiharde kop. Mensen komt hier en slaat er eens op, verkopen en klap op die keiharde kop. Heb ik spieren, heb ik vet, weet dan hoe kracht op de kop van je. Hij stapt voor hoe klaar 3 dagen een stuk, je bunker is op en beproeft hoe geluk. Приехал в Амстердам, я первым делом подумал, что, блин, как же здесь холодно, и какой пронизывающий ветер. Затем я добрался до центра города, увидел кучу велосипедистов, потому что, ну, блин, как они тут помещаются, сейчас таких великов. Вот, я просто спрашивал, говорят, даже зимой здесь катаются, и в дождь, и в снег, еще всегда. Потом я увидел веселующихся девушек. Затем набрел на пекарню с марихуаной и специальными пирожками. А потом понял, что такие пирожки продают чуть ли не в каждом магазине. Вот, и вообще тут очень прикольно, красивый город. Asbestos, nicotine, the smell of metropolitan dust is a form of urban camouflage. You are me, far from my home around the corner, yet warmly familiar with the smell of bridges. Нихао. Или привет всем из Китая. А вообще я шучу. Я до сих пор нахожусь в Крыму, в бамбуковой роще города Ялта и вспоминаю о своем путешествии по Европе. И сейчас Амстердам. Вид из дома, в котором я жил, открывался на один из каналов. И каждое утро по нему проходило специальное судно с такой вот клешней, которая загребала все, что находилось на дне водоема. И как вы думаете, чего больше всего доставали? Ну, конечно же, велосипедов. Нидерланды – это край велосипедов. Местные говорят, что катают на байках круглый год. Оттого здесь их можно встретить практически где угодно. Они могут быть привязаны у дерева, для них сооружают парковки в несколько этажей высотой. Их даже можно обнаружить на дне каналов, как я уже рассказал. Таким образом, кто-то избавляется от своих старых велосипедов, но по большей части их роняют люди на веселе. Ведь Амстердам – это еще и город, где можно купить… Что? Как вы думаете, что? Правильно! Амстердам – это еще и место, где можно купить клубни тюльпанов, настоящий голландский сыр, кломпы, то есть деревянную национальную обувь, и легкие наркотики, а также женское внимание. Начну с того, что продукты питания и сувениры здесь немножко дороже, чем в Крыму. Примерно процентов на 20-25, но зато алкоголь дешевле. Например, бутылочка французского вина обойдется от 2 евро, а бутылка виски от 4. А теперь о самом интересном. Я специально походил по городу и собрал актуальные цены. Так вот, 20-минутный визит к проститутке на улице Красных Фонарей
стоит в среднем от 50 евро. Но зато можно торговаться, особенно утром, когда поток туристов еще небольшой. И, к слову, государство обеспечивает регулярный медицинский осмотр женщин легкого поведения, а те, в свою очередь, платят налоги, имеют полный социальный пакет и даже свой профсоюз. Также в Нидерландах легализованы легкие наркотики. 1 грамм сушеной конопли может стоить от 8 до 15 евро, гашиш от 7 до 12, косяки с чистой марихуаной от 6 до 8, а знаменитые кексы с гашишем или марихуаной обойдутся от 6 до 15 евро. Купить это все удовольствие можно в специальных кофешопах. Это такие кафе-магазины, в которых можно сразу же продегустировать купленный товар. Внутри кофешопы выглядят как обычные кафе, за исключением того, что его посетители, сидя за столиком и попивая апельсиновый сок, еще и курят косячок. Также в кофешопах есть еще и грамотные продавцы, которые кроме того, что расскажут о разнице сортов, они еще и порекомендуют правильную дозировку и способ употребления. Благо, что я послушал одного из таких продавцов, потому что кексы в Амстердаме очень вкусные. Подобные кофешопы встречаются часто. Единственное ограничение в Нидерландах – это расстояние, на котором подобные магазины должны располагаться от школы, где обучаются дети. Кажется, что Амстердам – это место, где все можно. Но это не так. Здесь нельзя распивать алкоголь на улице. Для этого есть специальные питейные заведения. Нельзя снимать на видео или фото проституток. Нельзя ходить по велосипедным дорожкам для собственной же безопасности. А также нельзя выходить из дома без куртки с капюшоном или дождевика. Погода здесь очень непредсказуемая, а дождь бывает очень часто. И при том, что в Нидерландах легализованы легкие наркотики и проституция, Амстердам, столица государства, является одним из самых безопасных городов Европы. Hello, I'm Annabelle, I'm 23 years old and I study Masters of Music. So I love to travel myself. I've been in a lot of countries already, but the best thing about traveling, I think, is that you meet a lot of people and you meet a lot of cultures, you meet differences, but at the same time you meet the things that we all have in common, and I think that really makes me happy. It makes me happy to go to the places where there is not much, and meeting other people and talking about life, really. So I really like it that people are so welcoming, and that people are all of a sudden willing to invite you to the house, eat together, like we're some sort of family. And I think that's much more important than all the daily stress that we have and all the things that happen around us and all the goals we want to achieve. When it all comes down to just contact with other people and sharing stories. That was it. Hello, from Amsterdam, the Netherlands. Nice to meet you. Is that good? Mensen komt hier en slaat er eens op, verkopen een klap op die keiharde kop. Mensen komt hier en slaat er eens op, verkopen een klap op die keiharde kop.
Had ik spieren, had ik vet. Weet dat hoe kracht op de kop van je. Hij staat voor klaar 3 dagen een stuk. Je bunker is op en beproeft hoe geluk. Hij staat voor u klaar 3 dagen een stuk. Ja, bunker is op en beproeft uw geluk. Had ik spieren, had ik vet. Weet dat hoe kracht op de kop van je. Hello everybody, Привет, my name is Nico, I'm from Argentina, I was born in the Patagonia, and nowadays I'm trying to travel all around Europe. I start my trip in Budapest, I will finish in Barcelona, so I'm making an express Europe trip, in 12 days. It's very nice because we can meet people from all around the world, very interesting people, different cultures, histories, and it's wonderful because you make friends all around the world. So I think that the secret of happiness is to just travel, take your backpack and go away. See you later, thank you. Hi, my name is Marisol. I'm from California and I like traveling. I didn't really travel that much in California or in the US, but I've been in Europe for a few months now and it's pretty cool. I would say that the secret to being happy is being honest to yourself and to everybody. Yeah, don't be fake. And you will live a great life. Hi from Amsterdam. Nobody move! I have one more trick for you. It's called getting down. Амстердам абсолютно необычный город. Когда я был здесь, то совсем не хотелось ничего записывать. Хотелось просто наслаждаться этим городом, ходить по его старинным улочкам с красивейшими домиками, гулять вдоль каналов, познакомиться с людьми. Здесь можно встретить просто весь мир. Например, я сегодня ночевал в хостеле. Это были корейцы, ирландец, англичанин, аргентинец, один даже русский, кроме меня. Сейчас иду на автобусную станцию, покидаю Амстердам. Это небольшой городок Лейден, близ Гааги. Сейчас иду по парку. Острова нереально зеленые. Скоро Рождество. В Нидерландах здесь празднуют его дважды. Есть у них свой нидерландский праздник 1 декабря, по-моему, приключается. У них есть свой сказочный герой Санта-Клаус, у которого есть помощники блэкпиты, типа чернокожие ребята. История эта берет начало еще в старинные времена, когда Нидерланды были колониальной страной, покупали, продавали рабов. Санта-Клаус — это лицо, которое символизирует рабовладельца, у которого в помощниках вот эти вот самые называемые блэкпиты. Сейчас в Нидерландах борются с расизмом, хотят отменить блэкпитов или как-то перестроить этот праздник. Брал вчера кексы местные, нидерландские, амстердамские, прикольные. Вот, на вкус прям как тортик такой, как брауни. Примерно через час-полтора в теле становится теплее, затем начинают неметь ноги, становятся тяжелыми, ватными. Хочется присесть, присаживаешься, и тут вот начинается вот самое интересное. Цвета становятся ярче, хочется то смеяться, то улыбаться, то просто завтыкать. Эффект длится примерно около 6 часов. Можно пропадать из реальности. Например, вчера шел и вдруг понимаю, где я иду. А тут я как раз таки уже возле дома.
автоматы, где можно купить билет на поезд и сэкономить 1 евро. После покупки билета, так вот он выглядит, надо приложить его при входе в турникет. Открыли. Выходим на платформу. Вообще здесь все на нидерландском языке, и сложно понять и разобраться, где что находится. Нидерландский такая смесь немецкого с английским, поэтому можно логически разобраться, интуитивно что-то найти, но ориентироваться не так уж просто. Потому что на английском языке очень мало что дублируется. Моя платформа, мой поезд 13:04 отправляется через 15 минут. Приехал мой поезд. У меня есть Wi-Fi. Это прикольно.